Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Давайте рассмотрим, что происходит на рынках, какие события ключевые и что ждать сегодня на открытии, какие движения по российскому фондовому рынку, по нефти, по рублю, по доллару, по евро, по золоту и по другим активам. Так, ну вот вчера ФРС наконец-то отстрелялся, оставляют они ставки процентные около нуля, как это изначально и предполагалось, выкуп активов на 120 миллиардов в месяц, возможно расширение до 200 в экстренных случаях. Но, в общем-то, все как предполагалось, так оно и свершилось. Пауэлл имел неосторожность заявить о том, что ковид создает неопределенность в экономике. После этого началось очень сильное движение на рынках. Но в декабре он сказал, что видит свет в конце туннеля, то есть он сказал, что фактически вполне возможно, что скоро будет наблюдаться восстановление, и рынки вздрогнули. Сейчас он сказал, что наоборот непонятно, ну в мягкой очень форме будет восстановление, и рынки опять же вздрогнули. Поэтому, ну как вы сами видите, здесь, наверное, дело не в Пауэлле и не в том, что он сказал, а в том, что рынки находятся на хаях, и что ни скажи, здесь результат будет один и тот же. Так, ну вот здесь ФРС приостанавливает операции репо, потому что ликвидности на рынке и так хватает. Ну, разумеется, если будут какие-то проблемы, они репо возобновят. Так, ну вот что касается вакцинации, уже сделано 82,5 миллиона операций вакцинирования. В среднем в день в мире около 4 миллионов делается вакцинирование. Это уже достаточно хороший результат. Когда приблизимся к 10 миллионам и данный показатель будет держаться в течение 1-2-3 месяцев, то при условии того, что вакцина работает, фактически угроза ковида, она будет скорее всего сведена к минимуму, и мы, возможно, увидим отскок и позитивную динамику на рынках. Так, текущая ситуация по поводу новых случаев. Ну, видим, в общем мировом масштабе идет спад выявления новых случаев, но сейчас зима, это вполне естественно. В США достаточно позитивная динамика, они ушли от 200 тысяч в день. Также позитивная динамика в России на уровне 18 тысяч, это не 30, не 29, как было в декабре, но и до майского показателя, апрельского, когда, в общем-то, первый локдаун был достаточно далеко пока. То есть ситуация, она не стабилизировалась, но в целом по сравнению с декабрем она достаточно позитивна. В Великобритании тоже снижение новых случаев, и в Германии. То есть на текущий момент достаточно позитивная ситуация с ковидом. Но придет март, и все это может кардинально измениться. Так, ну вот еще интересный такой момент. Пауэлл сказал, что ФРС не имеет отношения к той ситуации, которая возникла в GameStop. Там произошел значительный рост акций на фоне шортового выноса. Так, далее календарь событий на сегодня. Ну, из существенных событий это данные по ВВП США в 16:30 и число первичных заявок на получение безработицы США, а также продажи нового жилья в 18:00. Но вот эти два события, они с моей точки зрения наиболее определяющие, и поэтому я их выделил. Так, ну вот вчера еще был аукцион ОФЗ, ну достаточно такой слабенький, он там немножко совсем разместили. Так, далее давайте посмотрим позиции на форте. Так, ну начнем с РТС. Здесь у юрлиц ставка на то, что будет снижение, причем здесь ставка достаточно ощутимая. Существенно срезали лонгов и нарастили шортов. Но опять же, нормальному движению вниз мешает соотношение шортов и лонгов у физиков. Пока физики сидят в шортах, ну, в общем-то, можно сжигать эти шорты и отскакивать наверх. Так, далее Сбербанк. Здесь, как ни парадоксально, ситуация обратная. Нарастили лонги, порезали шорты. То есть, ну, как бы получается, что юрики делают ставку на отскок Сбербанка. Но в текущих условиях это, конечно, немножко в это не верится. Unbelievable, как это по-английски говорится. Так, Газпром. Здесь ожидание боковик, но все-таки делают ставку на то, что Газпром немножко будет проседать. Шорты наращивают юридические лица. А ГМК. Здесь ставка на рост, потому что значительно режут шорты. Друзья, обращаю внимание, что вот эти изменения, они не всегда напрямую
приводят к такому движению, как делают юрлица. Не всегда, но с определенной долей вероятностью приводят. Так, далее доллар США. Здесь, как ни парадоксально, юрики делают ставку на укрепление рубля к доллару. Евро-рубль. Также ставка на укрепление рубля к евро. Евро-доллар. Здесь ставка на то, что евро будет ослабляться к доллару. Но вот видите, здесь есть определенная раскорреляция. Если евро ослабляется к доллару, это означает, что сокращается риск-он и, соответственно, меньше спрос на рисковые активы, в том числе на рублевые. И по логике вещей, если евро падает, то и рубль должен падать. Но здесь есть определенные загадки. Сейчас мы на графике посмотрим, будем их разгадывать. Так, нефть. По нефти здесь ожидание на рост нефти, на отскок. Серебро, но здесь ставка на боковик. Золото, здесь ставка на снижение. Так, друзья, далее графики. Китайский фондовый рынок CSI 300. Здесь идет тестирование нижней границы. Сегодня решается вопрос, будет, не будет пробития. Но если вот здесь будет пробитие и пойдет закрепление в районе 5370-5350, вполне как бы здесь у нас четко прорисованная двойная вершина и цель движения в район 5150, вот сюда вот. То есть Китай начинает подсыпаться. Так, далее Baltic Dry, мировой индикатор, что происходит в мировой экономике. Но здесь смотрите, он начинает пикировать. Вот это движение вниз, оно активизируется, идет все сильнее и сильнее. Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс. Ну смотрите, 3720 вчера не пробили, его покололи, сегодня покололи, сейчас идет попытка консолидироваться и развернуться. Если все-таки этот уровень 3720 будет пробит, точнее диапазон 3720-3690, то у нас начинается значительное проседание и движение. Первая цель 3550, вот сюда вот. Так, ну и вот виновник торжества VIX. Вчера он дал жару, улетел выше 29.30. Это негативный сигнал. Если не будет в течение сегодняшнего, завтрашнего дня отката и возврата под 30, то все как бы это может привести к тому, что рынки начнут сыпаться и уже очень серьезно. Вот это движение, если здесь закрепляется, это говорит о том, что текущие события, они будут сводиться к тому, что начнется активная распродажа. Ну, рост волатильности, он всегда приводит к распродажам и к обвалу или к значительному коррекционному откату на рынках. И поэтому вот сами видите, что как ни крути, но рынки находились в неустойчивом состоянии, и вчерашнее решение по ставкам ФРС, оно запустило механизм, который как сжатая пружина сидел и ждал своего часа. Ничего там такого страшного ФРС не сказал, наоборот сказали, что будут следовать той политике, которая ранее сформирована. Но то, что Пауэлл сказал, что ковид создает неопределенность для рынков, это капитан очевидность, ничего такого страшного. Здесь просто, что называется, время пришло и оно выстрелило. Так что при такой картине по волатильности, по ВИКСу мы в любой момент можем начать сыпаться по всем рынкам. Опять же, ситуацию исправит только коррекционный откат и возврат под уровень 29.30. Если этого не произойдет, мы можем столкнуться с очень сильным коррекционным откатом и обвалом рынков. Так, далее индекс доллара. Ну смотрите, растет он. Ну, если волатильность растет, то соответственно и вера в доллар укрепляется, никуда от этого не деться. Но с другой стороны 91.5 пока не взят. Вот это все идет в рамках проторговки. Но вот эта проторговка, она все больше и больше указывает на то, что здесь вот в начале января произошел разворот. Если пойдет тестирование и пробой 91.5, а то, что происходит с ВИКСом, вполне может указывать на то, что в ближайшее время мы с этим столкнемся, ну тогда кризисные явления и корректирующие движения вниз на рынках значительно усилится. Но опять же, на текущий момент по индексу доллара все пока находится в более или менее приемлемом диапазоне, пока не то что 91.5, пока даже 91 не взяли. То есть вот это все пока на текущий момент может рассматриваться как движение в рамках консолидации,
от 90 до 91. Консолидация поднялась, но опять же никакого ужаса на текущий момент по индексу доллара пока не произошло. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти 54,5, 54,4 пока не пробили, поэтому на текущий момент, исходя из графика цен на нефть, это идет консолидация на хае. Но учитывая, какое движение произошло по индексу волатильности, то, что намечается и идет коррекционное движение по Китаю и по S&P, мы вполне сегодня можем, ну, по крайней мере, потестить 54,4. Если пойдет пробитие и закрепление, то по нефти у нас ожидает движение. Первая цель будет 51,6. Исходя из часового графика по бренту, 55,2 мы сейчас на текущий момент тестируем. И отсюда вполне как бы может произойти движение на 55. Но если вот в ближайшие часы здесь будет разворотная формация и пойдет движение наверх и будет пробито 55,4, то есть мы не уйдем, если ниже диапазона от 55,2 до 55, то вот здесь у нас сформируется разворотная формация, и мы попробуем сегодня уже отскочить на 56. Это произойдет в том случае, если рынки успокоятся и волатильность начнет снижаться. Вот. То, что касается текущей ситуации, здесь вот это движение вниз, оно должно развернуться. Если оно не разворачивается, то критерий дальнейшего снижения и падения нефти — это пробой 55-54,9. Там есть сильный уровень 54,4. Но в любом случае, если вот этот пробой будет 55-54,9, это достаточно негативно. И оно может быть предвестником того, что пойдет более существенное снижение. Пока сейчас на текущий момент посмотрим, как здесь будет развиваться событие. Вполне может быть, что вот эта зона, буферная зона от 55 до 55,2, она здесь послужит для того, чтобы произошел донабор позиций и отскок на 56. Так, далее золото. По золоту идет движение вниз. Ну, индекс доллара растет, волатильность растет, и, соответственно, это оказывает давление на золото. Но вот из консолидации вышли, которая была ограничена 1839, остался сильный уровень 1830-1829. Вот если этот уровень не будет сегодня пробит, то здесь по факту до набора позиций отсюда может произойти отскок с целью на 1854. Так, ну и вот часовик по золоту. Здесь у нас разворотная формация. И если в ближайшие часы мы не пойдем на 1831-1830, у нас отсюда формируется отскок. И цель этого отскока — это движение на 1854-1853. Вот сюда вот. Но юрики на форсе делают ставку на то, что золото продолжит снижение. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Здесь ситуация, она схожа с золотом, но поскольку 25 не пробили, то, соответственно, если вот этот диапазон, который ограничен 24,9, будет удержан, ложный пробой не в счет, то мы сегодня по серебру развернемся, будет отскок на 26 сегодня-завтра. Если здесь все-таки формируется пробой 25-24,9, то здесь у нас развивается движение, цель которого потестить 24. Так, друзья, далее рубль-доллар. Здесь юридические лица делают ставку на то, что рубль будет укрепляться. Но действительно такая ситуация возможна. Дневной таймфрейм, если будет отбой от уровня 76, 76,2 от этого диапазона, то мы увидим движение на укрепление рубля, цель которого будет 74-75. Первое. Если здесь произойдет пробой вот этого диапазона 76-76,2, то следующая цель движения на повестке дня — это 77-35. Вот этот сильнейший инверсионный уровень в паре рубль-доллар. Ну и, соответственно, на открытии, если идет пробой диапазона 76-76,2, то развивается движение, возможно, даже будет сегодня взято 77-35, вопреки позициям юрлиц. Если здесь не будет пробит вот этот диапазон 76-76,2, то нас ожидает коррекционный откат. Первая цель движения отсюда будет 75.15, 75.1.
Так, друзья, далее евро-рубль. Здесь ситуация, она в чем-то повторяет движение по доллару. Вот, но здесь сильный уровень 92. Вот если он все-таки пробивается на открытии и идет закрепление, то мы можем увидеть в ближайшее время движение как на 92,5 сегодня, так и тестирование 93. Если здесь формируется отбой, то мы от этой верхней границы идем вниз, и рубль укрепляется до 91,4-91,3. Так, ну и вот на часовике очень интересная информация в рубль-евро. Она указывает на то, что если движение вот это вверх развивается и будет пробитие 91-98, то в этой ситуации мы получаем ракету. Если же вот сейчас здесь пробоя вот этого не возникает, то мы отсюда идем корректироваться. Первая цель движения 91,4 и потом движение на 91, 91, 91,2. Вот этот диапазон. Поэтому по евро-рубль, по доллар-рубль на открытии здесь нужно будет понять, как сформируется движение. Если по нефти и по американскому S&P на фьючерс будет позитив, то мы вполне увидим оправданные позиции юридических лиц на укрепление рубля. Вот. Но на текущий момент все-таки, я думаю, какой-то задерг наверх и рост евро и доллара против рубля на открытии, он все-таки более вероятен с моей точки зрения. Потом как бы эту шпильку могут вниз сюда загнать, но тестирование вот этих верхних диапазонов, оно в большей степени напрашивается как решение текущей задачи. Все, друзья, спасибо за